Впервые веду в вертикальном формате прямой эфир, поэтому если буду тупить, то извините меня. Я не специально. Так, окей. Сейчас смотрю вопросы и начинаем отвечать. Поставьте какой-то сигнал, что вы видите меня, что я в эфире, что все у нас с вами ок. Плюс, все, вижу плюс. Понимаю, что все ок. Всё, открываю вопросики ваши и поехали. Так. Первый вопрос от Евгения Пичугина. У Евгения всегда такие емкие, крутые вопросы. Игорь, здравствуйте, здравствуйте. Первый вопрос. Верно ли считать 30-50% от LTV? LTV — это Lifetime Value, количество денег, которые приносит клиент за все время. 30-50% допустимой стоимостью привлечения клиента. Пример. При LTV 12 тысяч долларов стоимость привлечения одного клиента до 6 тысяч долларов. Тут помимо LTV важно еще понимать длительность цикла, длительность контакта с клиентом. Если это LTV размазано на 10 лет, то возникает вопрос. Если вы тратите на привлечение этого клиента 50% от LTV, а LTV генерируется на протяжении 10 лет, вопрос. Комфортно ли вам первые 5 лет работать в ноль, а только с шестого года получать прибыль? Я думаю, ответ нет. Если же ответ это LTV генерируется на протяжении 3 месяцев, то ответ очевиден, это нормально. 50% от LTV отдать на привлечение клиента для того, чтобы с середины второго месяца начать зарабатывать и уже чисто заработать. Есть такое понятие, как соотношение, как LTV, поделенное на CAC, как еще некоторые называют, Lifetime Value на Customer Acquisition Cost. Это понятие характеризует, во сколько раз больше вы заработали с клиента, чем вы потратили на его привлечение. И вот этот показатель, он такой более, ну, фактически, в вашем случае вы спрашиваете, нормально ли, если этот показатель 2. На какое время растянуть и какие вложения труда в услугу или в товар, который вы предоставляете. То есть фактически, если вы предоставляете товар или услугу с огромной колоссальной маржой, то там можно и 60% заплатить, если маржа позволяет. А если это товар низкомаржинальный, особенно если это труд людей, то тут возникают вопросы. Поэтому я бы смотрел не только на эти параметры два, а в целом на всю картину. Так, дальше. Поделитесь распространенными методами исключения мест размещения. Пример одного из моих методов. CTR 100 и выше, конверсии 0, площадка в минус. На самом деле, тут все индивидуально, потому что бывают, то есть вопрос связан с тем, как исключать места размещения в дисплей-рекламе "Гугла", в контекстно-медийной сети "Гугла", как определять некачественная площадка. На самом деле площадка бывает, смотрите, бывает некачественная в принципе по своей сути. Это сайты MFA, так называемые, созданные с целью заработка денег на, AdSense. Такие сайты, то есть у них показатели могут быть абсолютно любые, и проще всего их отсматривать, ну, вручную количество большое отсмотреть сложно с помощью различных ботов, краулеров, которые проверяют сайты по техническим характеристикам, там, как быстро загружается, сколько рекламных блоков и так далее. А, по именно цифровым характеристикам я бы выделил такое. Если, э, опять же, ноль конверсий. Если там всего один клик, то есть вот если просто был один показ, один клик и ноль конверсий. Ну, часто бывает такое.
и уже в исключение попадаете, потому что CTR 100%, конверсия 0, уже все в исключение. То есть я бы сказал так: если на рекламу на этом сайте потрачено, на этой площадке потрачено больше двукратной стоимости конверсии, то ее можно исключать без конверсии. То есть если у вас стоимость конверсии доллара, на эту площадку потрачено $2 и конверсии 0, то в принципе можно исключать. Вот. Плюс в каждой стране свои особенности. Например, вот в Чехии там, в принципе, все площадки, которые не на доменах CZ, не на местных доменах, их можно исключать, они не несут никакой эффективности. Вот такая региональная особенность. То есть, как показала практика, там просто идет, если домен не CZ, а ком или другой какой-то, то, скорее всего, это будет просто слияние. То есть надо еще и региональные особенности учитывать. Третий вопрос. После снижения бюджета до доллара в сутки, чтобы не отключать рекламу полностью вне сезона, спустя 14 дней конверсии все равно есть, и среди них фейки. Решили отключить рекламу полностью, чтобы исключить неверное обучение алгоритма. Верное ли решение по-вашему? Не уверен. Не уверен. Ну, как бы доллар в день не та сумма, которую можно жалеть даже на фейков. А обучение алгоритма, а сколько он там обучится? Ну, сколько там конверсий? Одна, две, три прилетит из сотен конверсий, которые были раньше. Я не думаю, что что-то там изменится. Но и при этом я не думаю, что ну, то есть тут опять же вопрос: какие у вас были обороты до этого и какая была эффективность до этого? Если до этого эффективность была так себе, ну, то поставьте ее на паузу и забудьте. А если до этого была эффективность крутая, но вам нужно остановить рекламу по каким-то другим причинам, то лучше, просто уменьшить бюджет. Так, следующий вопрос. Руслан. Что будет, если откручивать рекламу на 600-700 долларов, а потом забрасывать аккаунт, создавая новый и так по кругу? М, Не понял вопрос. Если вопрос, что будет, если на свои деньги тратить свои 600-700 долларов, а потом забрасывать аккаунт и отдавать по кругу, ну, то не вижу смысла. Но, скорее всего, тут вопрос, вы имеете в виду, что будет, если заходить в долг Гуглу 600-700 долларов, а потом, игнорируя этот долг, забрасывать аккаунт и переходить по кругу. Ну, давайте так. Сначала скажу ответ просто вот как отстраненный специалист, потом скажу ответ как человек. А как специалист, что теоретически будет? Да ничего не будет, Гуглу пофиг на вас. А, У Гугла таких, ну, то есть у Гугла больше триллиона капитализация, эти 600-700 долларов это копейки. Ну, возможно, они внедрят дальше какую-то систему, которая отслеживает вот такие вот действия с компьютера и дальше просто не даст вам создать новый аккаунт. То есть это возможно. На данный момент, по сути, ничего. А теперь отвечаю с точки зрения человека, с точки зрения вот просто обычного человека. То есть, ну, это называется фактически воровство. То есть вы, ну, обман, воровство, вы берете в долг у Гугла, ну, неважно, там, Google это компания, или это человек, или это набор людей. Ну, то есть в жизни оно как бы, я верю в карму, в то, что как ты относишься к миру, так и мир отнесется к тебе. И фактически в моей картине мира, в моей картине верований, если ты пытаешься... Одно дело, если люди не намеренно обманывали Google. Ну, то есть я сталкивался с таким, когда человек зашел там в долг, у него ничего не получилось реклама, а он закрыл, забыл какие-то письма, ну, бывает такое. Но вы в вашем вопросе просматривается, что вы намеренно хотите создавать аккаунт, уходить на нем на 700 долларов в долг, создавать новый аккаунт, уходить на 700 долларов в долг, создавать третий аккаунт, уходить на 700 долларов в долг, создавать четвертый, уходить на 700 долларов в долг. То есть, ну, фактически намеренно и целенаправленно обманывать, воровать деньги у другой компании. А, Мне это вообще не близко, не резонирует, и даже, ну, как бы, я бы не рискнул такое делать не из-за того, что я бы боялся наказания, а из-за того, чтобы я боялся, что, мир мне потом это вернет старицей, что я сейчас обману на 700 долларов Google, а потом кто-то меня обманет на 7 000. Ну, я в своей жизни убедился, что это работает именно так. Где-то ты на немного, где-то целенаправленно там что то не договорил, потом это к тебе прилетает точно так же. Поэтому, если вы не верите в, как бы в карму, в то, что мир возвращает нам старицей,
и вам нормально понимать, что вы фактически воруете у компании Google каждый раз, ну, обманываете компанию Google каждый раз на эти деньги, то, ну, по идее, в ближайшем будущем ничего не будет. Вот такой ответ. Так, второй вопрос от Руслана. Как быстро перенести рекламные кампании в другой кабинет Google Ads? Через Ads Editor? Да, через Ads Editor. Так, о, Роман Романович. Так. Доброго дня! Пройшов ваш курс і залишився дуже задоволеним конкретно своїм сформованим мисленням. Клас. І тим, що тепер, дивлячись просто на оголошення конкурентів, я можу визначити їхню оцінку якості, вирахувати максимально об'єктивну ставку для того, щоб бути на першій позиції у видачі. Супер! Оця от насмотреність, яка виникає після проходження курсу, вона от дуже цінна, бо потім ви як лазер скануєте будь-якого конкурента, будь-який бізнес. Маю дуже серйозну проблему. Я чітко виставив локацію Львів і його деякі околиці з радіусом до 3 кілометрів. Але це мені абсолютно не допомогло, тому що система пропускає більшу частину трафіку з кардинально інших локацій, з інших областей. Після цього я у виключення спочатку додав всі області України, в яких не хотів відображатись. Наступним кроком було виключено конкретних містечково. В цій кожна індивідуальність орієнтовно 60-65% трафіку іде з непотрібних локацій. Подаю скарги, але абсолютно допомагає гроші не відшкодовує. Саме смішне в тому, що Google відображає ніби з кліками все в порядку, і вони йдуть зі Львова. А коли подаєш звіт на відшкодування, то перше, що бачиш чітко, що кількість кліків, які зафіксував клікціст, майже в 2 рази менше, ніж кількість кліків від Гугла. Я вже цілий рік спостерігаю за цим процесом і по-інакшому як шахрайство з боку Google не сприймаю, оскільки він чітко вираховує, яку суму може платити. Щиро сподіваюся, що після закінчення слухань конгресу. Також не до кінця для себе можу зрозуміти, як до Google ще не виникає питань з антимонопольних комітетах усіх країн світу. Дивіться. Так, дійсно, це фактично шахрайство і Google монополіст. І одразу, да, так у мене в голові така логіка виникла з минулим питанням, яке теж яке від Руслана, не від Романа, який питав, чи можна обманювати Google. А тут прямо таке питання прилітає: а якщо Google нас обманює? Але ну, це типу знову ж таки це філософське питання, чи можна а, там не знаю, вбивати злодія, який вбив іншу людину. Без суда слідства не можна. І можна згідно з законом. Тут точно так же, повертаючись до питання Руслана, чи можна обманювати Google, це питання, мабуть, всередині кожного, але Google дійсно таке робить. І більш того, я вам скажу, він робить ще жорстче. Ми стикалися на одному проєкті, коли трафік на США було налаштовано, а він показував рекламу в Пакистані, в Індії, і люди звідти приходили. За ціною трафіку з США. Значить, дивіться, 3 моменти, що зробити. Перше, що хочу сказати, це тимчасово. Обрадувати. Це тимчасово, це на декількох проєктів я зустрічаю, воно приходить, потім уходить. Тобто рано чи пізно він заспокоїться. Як мінімізувати це? 3 поради. Порада перша: налаштування геотаргетингу, натиснути люди, що знаходяться в місцесположенні. Не знаходяться і цікавляться, саме тільки знаходяться. Там, де налаштування, де показувати, є більше налаштування, там, де знаходяться. Це перше. Друге, це правильно додати виключення географії всі області, всі міста. Третє, додати в мінус слова. Берете в Гуглі, шукаєте назви всіх міст України і назви всіх областей України. Берете, копіюєте слова, назви і в мінус слова. Тобто у вас захист на мінус словах, захист на виключеннях і захист, щоб зацікавленим не показувалось. Це дозволить зменшити до мінімуму. Ну, але з часом це уйде. Так, Алия. Google предлагает включить расширенные конверсии. Стоит ли, как по-вашему, это скажется на эффективности рекламы? Смотрите, если у вас есть техническая возможность включить расширенные конверсии, правильно? То есть если у вас есть программист, который это реализует. Что такое расширенные конверсии? Это когда в момент конверсии в Google передается не только информация, что произошла конверсия, но и передаются данные из формы имейл или телефон человека, чтобы обогатить данные конверсии. Если у вас есть программист, который может реализовать на JavaScript, что в момент совершения конверсии будет браться данные из формы, отправляться в Google вместе с данными о конверсиях, круто делайте. Если такого программиста нет, или если нет технической возможности, на некоторых сайтах нет технической возможности,
то м, можете не париться, скажу так. Эта штука принципиально важна тогда, когда вам нужно, когда у вас, например, десятки, сотни заявок на сайт сыпятся, потом они попадают в CRM, а потом там через 2, 3, 4 недели совершаются продажи. И вот вам важно связать вот эти заявки с теми продажами. То есть вам важно потом вернуть в Google информацию о продаже и на основании этого оптимизироваться. В таком случае это принципиально важно. Только из-за того, что Google это предлагает, не нужно это делать. Так, Элина. Возможно ли в медийной рекламе показывать по принципу комбинации условий и вместо или? Например, места размещения YouTube плюс аудитории заинтересованных покупателей. А, Сейчас, ну, фактически, когда вы задаете условия, сейчас я вспоминаю, смотрите, там же ж есть, когда вы задаете таргетинг, там есть такая приписка, что вот эти условия, они действуют только при их комбинации, эти условия действуют при выполнении одного из. То есть вот то, что вот как в интерфейсе, там не написано логическое "и" или логическое "или", там написано только при выполнении всех условий или только при выполнении любого из условий. Вот как оно написано в интерфейсе, так и можно комбинировать. Но как бы какого-то обхода, чтобы сделать вот по-другому, как написано в интерфейсе, нету. Насколько эффективно себя показывает реклама на комбинированные сегменты аудитории из вашего личного опыта? Не особо эффективно. Похожая аудитория, так понимаю, недоступна и не планируется к возобновлению. Доступны, работают в demand gen компаниях. В demand gen компаниях есть похожая аудитория. Доступны, работают и, ну, и, кстати, хорошо работают. Раскройте, пожалуйста, детальнее, как сейчас работать с режимом Consent Mode V2. Ну, про этот режим, наверное, часа 4 можно рассказывать. А, но это вопрос, я бы сказал, разработки, а не рекламы. То есть Consent Mode V2– это новое нововведение в Евросоюзе, требующее особого отношения к данным пользователям. По сути, как бы я для себя, смотрите, 2 пути есть. Первый– это разобраться в этом всем досконально с юридической и технической точки зрения, а, нанять программиста, который все реализует, все эти условия, сделать, ну, так делают только крупные компании. Как я для себя делаю и всегда рекомендую обратиться к тем, кто уже решил этот вопрос. То есть несколько сервисов, там Cookie.yes, Cookiebot, которые уже полностью имплементировали Consent Mode V2 в себя. То есть, ну, мы, например, вот на все сайты, что мы там установили, по-моему, Cookie.yes. Сейчас быстро гляну. Внизу он такой кружочек висит. Да, Cookie.yes, который сам все эти данные собирает, все оно там учитывает все ответы людей, учитывает все законы, которые существуют. Просто бери и, собственно, и используй. Вот сколько он там стоит, я не помню, 10 или $20 в месяц, ну, суть не важна. Поэтому я выбираю просто обратиться к людям, которые в этом уже профессионалы, чем нанимать программистов разбираться самому. Елена, здравствуйте, Игорь. Спасибо большое за возможность задать вам вопрос, пожалуйста. Компания Pimax первый день дала одну конверсию. На следующий день вдруг пошли дешевые клики, при этом самих переходов на сайт не было. Мониторили в реальном времени GA4. Смотрите, мониторинг в реальном времени GA4 не дает, ну, он как бы в реальном времени, но он не стопроцентно точный. В самом Google Analytics 4 написано, что мониторинг в реальном времени– это функция для для проверки работоспособности, но не функция для анализа, для аналитики. Вот. Я встречался с кликиванием, но там были реальные переходы IP-адреса, которые можно было заблокировать. Как поступить в данном случае? Мне кажется, что у вас причина надуманная. Посмотрите данные не в реальном времени, а данные за вчера. Данные за вчера в Google Аналитике, данные за вчера в Google Ads. И вот если они не сойдутся, это прям большой вопрос. Они могут не сойти из-за технической ошибки. Например, Google Ads грузится скрипт в одно время, Google Analytics в другое время, или что-то блокирует скрипты от загрузки. Но вот так, чтобы прямо а, отличались данные, и проблема была не технического плана, ну,
прямо редко, редко, редко такое. Поэтому, мне кажется, тут проблемы нету, просто вы неправильно интерпретировали инструменты, которые дает Google. Так, окей. Дальше вопрос. Когда стоит запускать брендовую поисковую кампанию? Стоит ли это делать для нового бизнеса бренда и какую цель выбирать? Давайте так, по одному вопросу. Первый вопрос. Когда стоит запускать брендовую поисковую кампанию? Брендовую поисковую кампанию стоит запускать вообще первым делом. Потому что фактически брендовая поисковая кампания вам дает самых горячих клиентов. Вам дает клиентов, которые уже знают вас и уже готовы купить. Особенно если вы по запросу этому не на первом месте в Google, то must have брендовая компания в первую очередь. Второй вопрос. Стоит ли делать для нового бизнеса бренда и какую цель выбирать? Стоит делать без указания цели, как я говорю в курсе. Стоит ли ее отключать, если по SEO мы по брендовому запросу и так на первом месте? Если вы по SEO, если вы по брендовому запросу и так на первом месте, то я не вижу смысла в брендовой рекламе. Если ваши конкуренты этого не делают. То есть тут, видите, много если. Если по запросу название вашей компании вы уже на первом месте, реклама не нужна. Но если ваши конкуренты запускают рекламу по запросу вашей компании и держат ее там, не запустили и выключили, а она там есть, это значит, что они забирают у вас живых клиентов. Тогда надо запускать. То есть вопрос в том, что насколько вероятно украсть вашего клиента, насколько легко, и делают ли это ваши конкуренты. Если вы вбиваете в Google, если вы находитесь в целевом регионе, вбиваете Google, название компании, и там в первом результате только эта компания, ничего больше, никаких других объявлений, никаких других элементов, ну не надо вам брендовая компания. Если вы что-то другое перебирает на себя внимание, надо. Второй вопрос. Иногда наблюдаю раз в месяц всплески по кликам с рекламы. Особенно на старте. Никаких изменений в эти дни не было. С чем это может быть связано? Это связано с тем, что Google периодически делает такие встряски своему алгоритму. То есть у Google есть функция, она в таргете называется Google оптимизированный таргетинг. В поиске она как бы расширение ключевых слов. То есть Google вас показывает постоянно по какому-то пулу запросов, и периодически алгоритм Google задает себе вопрос. А что если я показываю этого рекламодателя по схожим запросам? Как поведет себя система, как поведут себя люди, будут ли они реагировать? И Google делает такой тест, смотрит, как по подобным схожим запросам люди будут реагировать на вашу рекламу. Так, идем дальше. Александр, добрый вечер. Пару вопросов. Как бы вы выходили на аудиторию предпринимателей США? Продукт продвижения Yelp в Google картах. Хочется через Google Ads выйти на таких предпринимателей. Продукт вы предлагаете продвижение Yelp и Google карты, окей. Хочется через Google Ads выйти на таких предпринимателей. В первую очередь интересуют предприниматели из СНГ, из Украины, эмигрировавшие в США, потому что английским владею плохо. Рассказываю вам, смотрите, Александр, дарю вам прямо стратегию, берете, копируете и используете. Значит, шаг первый. Берете, собираете аудиторию людей, ну, не собираете, создаете специальный сегмент аудитории, посетители веб-сайтов. Первый специальный сегмент создаете посетитель, админ, то есть у админки Google My Business, вам, смотрите, первое, кто вам нужен, это люди, у которых уже есть аккаунт Google My Business на Google картах. Берете URL, я просто не помню, там, по-моему, mybusiness.google.com, то есть вот вам нужен URL, в который заходит владелец бизнеса, чтобы управлять своим профилем на Google картах. Адрес этого сайта. Берете его, создаете первый специальный сегмент, люди, посетившие эти страницы. Второй специальный сегмент. Смотрите у Yelp, какой у админки URL. На какой сайт заходят люди, которые имеют не потребители Yelp, а которые рекламодатели на Yelp, которые размещаются на Yelp. Этот URL. Создаете такую аудиторию. Две такие аудитории создали. Это первый пункт. Пункт второй. Снимаете видео. Да, да, надо будет снять видео, и ничего страшного. На русском языке. Говорите в этом видео. А, Можно вот такой вертикальный для Reels, можно лучше горизонтально оптимальный. На видео говорите примерно следующее. Привет, ты... Сейчас, я так настроюсь.
Привет, ты предприниматель, эмигрировавший в США, который размещает свои услуги на Yelp и на Google Maps, и который, вот тут нужно на больно давить, и который задолбался там ждать клиента по месяцу, или который задолбался платить там, не знаю, за клиента, или который устал от малого количества клиента, или и который хочет вырасти, то есть давишь на их боль, и потом говорите, меня зовут такой-то, такой-то, я уже столько-то лет помогаю предпринимателям в США а, продвигаться на Yelp в Google картах, вот мои результаты, раз, два, три, плашкой всплыли. Я приглашаю тебя на бесплатную консультацию со мной, на которой мы разберем, как мы можем твою компанию за короткий промежуток, там, за неделю вывести в лидеры ниши на Yelp, вывести в лидеры ниши на Google картах. Записывайся на консультацию по этой ссылке. И ссылку вешайте на Calendly. С Calendly создаете 15-минутную или 30-минутную бесплатную консультацию и вешаете ссылку. Но лучше, конечно, на свой лендинг, чтобы конверсию отлавливать. Да, не, ошибочка. На Calendly не надо. На свой лендинг оставляют они там заявку. Конверсию делаете, заполнение заявки, страница «Спасибо». Пункт третий. Запускаете эту рекламу в YouTube. Увеличение числа конверсий на эти две аудитории, на русский и украинский языки. Все. Можно попробовать еще круче. Это снять ряд видео, например. Ты предприниматель, эмигрировавший в Нью-Йорк, ты предприниматель, эмигрирующий в Сан-Франциско, ты предприниматель, эмигрирующий в Техас, и запустить на отдельный штат. Это вообще прямо, ну прикиньте. Человек слышит на своем языке про свой штат, прямо он еще и предприниматель, он еще и ел, Google My Business, это просто взрыв мозга. Вот так. Так, второй вопрос. Как грамотно настроить медийную рекламу на аудиторию предпринимателей? Что выбрать? PMax, YouTube или КМС? YouTube. YouTube, YouTube, YouTube. Только YouTube. Если, когда YouTube заработает великолепно, подумайте о PMax. Когда PMax заработает великолепно, подумайте о КМС. Начать с YouTube. Олег, есть конверсия 1 и более ценная конверсия 2, которую можно совершить лишь после конверсии 1. Как настроить рекламную кампанию так, чтобы отслеживалось обе конверсии, но алгоритмы в большей мере обращают внимание на тех, кто совершает более ценную конверсию 2 и оптимизировать на поиск именно таких пользователей? Окей. Идете в инструменты конверсии, выбираете конверсию 2, которая вам важна. И там есть такая, если английский интерфейс, primary, secondary. Если русский интерфейс, боже, как же ж оно там, первичное, вторичное, ну что-то такое. Короче, давайте, я просто привык к английскому. Primary, secondary. Выбирайте primary конверсия, первичная конверсия, главная конверсия, основная конверсия. Потом заходите в настройки конверсии 1, которая менее вам важна, и выбирайте secondary, второстепенная конверсия, неважная конверсия. На нее не будет, вы ее будете видеть, но на нее не будет оптимизироваться алгоритм. Юрий, м, если изменить в работающей компании источник конверсии с Google Analytics на ту, которая в Google Ads, это повлияет на обучение компании? Оно начнется заново? Да. Сейчас регистрируются оба источника. Просто с аналитики основная. Вот, вспомнил, спасибо. Юрий сразу подсказал. Primary, secondary в английском, на русском основная дополнительная. Вот. Это Олегу на прошлый вопрос. Важную конверсию основной ставите, неважную дополнительную. Сейчас регистрируются оба. Так, теперь продолжаем Юрию отвечать. А с кабинета дополнительно хочу поменять. Смотрите, если у вас обе эти конверсии уже... Я думал, что вы с нуля новую конверсию затянули, нового типа, и будете менять настройки. Не, если они у вас уже затянуты, если они у вас уже работали, а вы просто фактически меняете их тип с основной на дополнительный, то, по идее, особого переучивания произойти не должно, особого сбоя произойти не должно. Но как показывает практика, от "Гугла" можно ожидать чего угодно. И даже если кажется, по логике ничего не должно произойти, что-то может произойти. Поэтому, я бы делал так. Я бы поменял. Если бы увидел, что фигня какая-то происходит, тратятся деньги, нет результата, я бы создал новую рекламную кампанию и начал бы ее заново, если не пойдет. Так, Наталя, які можете поради щодо розпродажу "Чорної п'ятниці"? Як підготувати існуючі рекламні кампанії? Які, можливо, варто створити нові кампанії, приурочені саме до цього дня? Коли починати підготовку? Дивіться, Наталя, у мене є чудовий курс, який називається "Продажі на Чорну п'ятницю і Новий год, і як провести це ефективно". Спитайте у менеджера, скоріш за все, бонусом цей курс, коли ви купляли основний курс, вам йшов. І от саме там я розповідаю, що
Щоб успішно підготуватись до Чорної п'ятниці, треба виключити рекламу на Чорну п'ятницю, а почати підготовку до цієї реклами за 2 тижні. Тому що в Чорну п'ятницю коїться дуже страшне, ціни на клік, ціни на показ злітають до небес, неймовірно все дорого і дуже неефективно. Тому, якщо ви хочете підготуватися до Чорної п'ятниці, у мене є окремий курс в 2 словах. За 2 тижні до, Чорної п'ятниці запускаєте рекламу і пропонуєте, збираєте з людей контактні дані. Або імейли, або у чат-бот їх заганяєте, або в інсту, куди хочете. Коротше, ви запускаєте рекламу на генерацію лідів на Чорну п'ятницю. До Чорної п'ятниці. На саму Чорну п'ятницю ви можете вимикати рекламу, вона, скоріш за все, буде неефективна. І працюєте вже з тою набраною базою, тобто вже безкоштовно розсилаючи їм через емейл або через чат-бот. Це якщо ви магазин не рівня розетки. Якщо ви магазин рівня розетки чи Алло, то на Чорну п'ятницю дуже важливо проконтролювати всі ті компанії, у яких стоїть стратегії нечіткі, нечітка автоматика. Наприклад, стоїть там стратегія максимум конверсії, максимум кліків, бо зжере нафіг гроші. Треба або цілюватися на конверсію, або цілюватися на заклік. Це якщо ви рівня компанія, яка може запросто конкурувати в Чорну п'ятницю. Так, Техномастер. Здравствуйте, Игорь. Меня интересует в данный момент быстрый запуск. Хочу узнать стоимость настройки рекламы для моей небольшой компании вашей команды. Есть ли единоразовая услуга? Есть единоразовая услуга. Все детали расскажет менеджер. Вот там вот как раз, по-моему, да, в комментах я сейчас вижу его Telegram. Есть такая услуга. Обращайтесь, расскажем, все сделаем в лучшем виде. Игорь, добрый вечер, Игорь. Добрый вечер, тезка. Настроена шопинг-реклама Find Feedonly. Работает хорошо. Конверсии настроены на кнопку «Заказать». Я уже рад, что работает хорошо. На кнопку «Заказать», которая становится активной только когда заполняется форма заказа. Окей. После нажатия происходит заказ с контактами клиента на email. Все работает хорошо, но было 2 случая, когда Google Ads показывал, что было 7 конверсий, а писем пришло 2. WooCommerce тоже показывает 2 заказа. С чем это может быть связано? Если эти конверсии были реальные, как найти эти данные? Смотрите, вот как я понимаю, вы пишете, конверсии настроены на нажатие кнопки «Заказать», которая становится активной только когда заполняется форма заказа. Человек с медленным интернетом. Вот была у вас такая ситуация? У меня регулярно. Когда где-то интернет не очень ловит, я делаю заказ, я нажимаю «Заказать», ничего не обновляется. Я еще раз нажимаю «Заказать», ничего не обновляется. Я еще раз нажимаю «Заказать», ничего не обновляется. Потом раз обновил. Если у вас конверсия настроена на нажатие кнопки «Заказать», то вполне возможно, что человек просто на нее нажал 7 раз. И вы увидели 7 конверсий, потому что у вас в Google Ads настроено так. Выход. В Google Ads в настройках конверсии можно переключить, там есть конверсия регистрируется одна на визит или несколько на визит. В вашем случае переключить настройку на одна на визит. Ну и еще как бы более глубокий совет: не настраивать конверсию на нажатие на кнопку, настраивать конверсию на страничку «Спасибо», на завершение формы. Вот, то есть вам 2 фикса. Быстрый фикс — настройки конверсии поменять. Полноценный фикс — это перенастроить конверсии с нажатия кнопку на полное заполнение формы и переход на страничку «Спасибо». Так, запроси із форми закончились. Теперь читаю наш з вами чат. Якщо аналітика не передає 30% конверсії, чи можна це вирішити через встановлення аналітики на сервер? А, я би для початку найняв програміста, який би закопався в коді і зрозумів, чому саме воно не передає 30% конверсії, тому що так можна гадати. А, потенціально може бути причина в тому, що аналітика веб, а не сервер сайт. А можно так, следующий вопрос. А можно запустить Demand Gen для медицинских услуг, клиники? Google блокирует использование Customer List. Как насчет похожих аудиторий? Честно, не знаю, как Google смотрит на это с legal точки зрения. Попробуйте, поделитесь. Тут уж попробовать, это 2-3 минуты настроить рекламную кампанию и посмотреть, как для клиники. Алекс, як правильно навчати рекламу на Роберу? Я спочатку налаштовую максимум кліків, фіксую конверсії, і потім переключаюсь на максимум конверсії з націлюванням на зібрані конверсії. Це ок? Це ок.
Подивіться, ще у курсі є окремий урок про те, як тренувати рекламну нейромережу, але логіка правильна. Спочатку м, на більш широкі, тобто більше волі даємо, а потім потроху затягуємо пасок і затягуємо в задані нам рамки. Александр, показы рекламы на посетителей определенных страниц настраивается в особых сегментах? Да, в особих сегментах. Особий сегмент. Алекс, чи потрібно для різних товарів створювати окрему ціль конверсію додано в кошик? Чи все ж достатньо однієї загальної цілі конверсії для всіх товарів в магазині? Дивіться, тут питання: а яка ваша мета? Якщо ваша, давайте так, два типи магазинів. Перший тип магазинів це працює та й слава Богу. Якісь там, не знаю, 100, 200, 300, 400 тисяч гривень на місяць має прибутку, та й слава Богу. Та й хай далі так працює. Трошки в рекламу більше піділлю, трошки більше ефективності получу. Це перший такий тип магазинів. Другий тип магазинів це я хочу бути лідером ринку, я хочу бути найсильнішим, найкращим, найпотужнішим в ринку. Я хочу отримувати максимум прибутку, і дайте мені прямо якби максимум від усього. А от який ви магазин? Якщо ви магазин, типа є продажі, дай слава Богу, то на що вам та ціль додана в кошик? Що вона вам дасть? Якщо ви магазин, який там от будь-якою ціною стати найкращим, то ця ціль вам потрібно ще тоді цілі. Натискання на кнопку додати в кошик, натискання на кнопку вибрано. Для чого? Для того, щоб потім аналізувати конверсію на кожному шляху, допилювати конверсію на кожному кроку, підвищувати загальну конверсію, тобто для того, щоб працювати над конверсією сайту. От. Тому, якщо у вас є час цим займатися і бажання, то треба. Якщо немає, не бачу сенсу. Александр, если настроить рекламу на посетителей Ads Google.com, можно выцепить людей, пользующихся Google Ads? Конечно, да, я так и делаю. У меня реклама на Штаты, на Европу стоит, на людей, которые заходят на сайт ads.google.com. И там я говорю, если твоя реклама неэффективна, и они потом приходят ко мне на консультацию и говорят: Игорь, вы представляете, вы точно маг. Я только зашел в кабинет Google Ads, подумал, как там все у меня плохо, что мне делать, говорит, открываю YouTube, там ваша реклама, и вы прямо меня, говорит, в лоб. Удивляешься, почему твоя реклама неэффективна, приходи ко мне. И он говорит, ну и вот я тут. И такое постоянно происходит за счет того, что, ну, я знаю, с какими проблемами люди сталкиваются, когда посещают сайт ads.google.com. Это типа вот такое, ёпарасоте, сколько денег потратила. И, соответственно, я делаю видео, которые четко эту проблему озвучивают. И люди сразу же конвертируются, ну, потому что в их глазах это выглядит как магия, как а, послание свыше. Я подумал об этом, и мне показали рекламу. А на самом деле это просто технические настройки. Так, торгова компанія постійно скаче ціна за клік від 1,9 до 4. Як можна на це впливати? Як вийти на стабільних 5-7 продажів в день? Дивіться, питання: вам продажі чи вам ціна за клік? От тому що якщо питання вам потрібно 5-7 продажів в день, нащо ви дивитесь на флуктуації ціни за клік, які можуть бути зв'язані там з конкурентами, з чим завгодно, з різними ключами. Якщо серед ключів немає мусору, а мусор ви можете відсіяти за допомогою мінус-слів, то на що ви в ціну кліка дивитесь, якщо вам продажі треба? Якщо вам треба ціна кліка стабільна, то чого ви про продажі питаєте? Ну, тому перше, це яке питання вам треба? Я думаю, вам продажі все ж треба. Як вийти на стабільних 5-7 продажів в день? Дивіться, я думаю, ви вже на курсі Shopping Формула та Performance Max. Тоді уважно подивіться модулі про шопінг рекламу, про стандартний шопінг, про Performance Max. Як які налаштувати, тобто вам для стабільності потрібна комбінація. Деякі товари на стандартний шопінг, деякі компанії на товари на Performance Max. От. Ну і як вийти на стабільні продажі? Тестувати, розуміти, що не так, раз за разом робити трохи краще. Элина, спасибо за ответ. Настроила КМС, показы на YouTube для ОА. По запросам.
Для особой аудитории, по запросам. Окей. Плюс тема. Итог. На YouTube показов нет. В отчете только площадка КМС. В интерфейсе не указано, что показ будет только по одному условию. А, а, Вопрос какой? Или если это констатация, то окей. Я бы вообще, ну вот тут сам у меня возникает вопрос. А перед тем, как настраивать КМС, пробовали ли вы настраивать тот же Demand Gen или PMax с теми же условиями? Потому что на данный момент КМС это инструмент или для гиков, которые экспертно знают, как отобрать из миллионов сайтов один-два, которые супер работают. И которые, ну, то есть у меня несколько учеников, которые там в США, в Европе, они прямо из этой КМС достают просто невероятные результаты. Но они полный рабочий день работают, корпят над именно контекстно-медийной сетью. Там прямо отсеивают. То есть это штука, которую вот так с налета не победить контекстно-медийной сеть. М, Вот. Поэтому я бы начал вообще с Demand Gen и с м, Performance Max рекламы, а потом по результатам инсайтов оттуда, возможно, я бы пошел в КМС. Но вот сходу пытаться получить результаты в КМС сложно. Александр, есть опыт запуска рекламы в Ютубе на видеоинструкцию по настройке рекламы? Видеоинструкция. Ну, тут смотрите. а, Понятно, что будет лучше работать короткое продающее видео, но будет ли приносить лидов долгая инструкция на 20 минут? На 20 минут. Ну, смотрите, Александр, если хотите прям много моего опыта, приходите на консультацию, я расскажу, что мы пробовали. И по США, и по Европе, и по всей планете. Но общая логика такая, что размещая рекламу в Ютубе, вам нужно с одной стороны, заинтересовать человека, с другой не переборщить, давая ему ценности. То есть, смотрите, рассказываю ошибку, которая может возникнуть. Представьте, вы показываете человеку рекламу и говорите человеку, смотри, ты предприниматель, тебе надо настроить рекламу, я тебе бесплатно дарю урок, там 30-минутный, 20-минутный, полная долгая инструкция, как настроить рекламу. Переходи и смотри эту инструкцию. Теперь смотрите, что может возникнуть. Есть такое понятие, как кривая Даннинга-Крюгера. Так, как она вот так вот выглядит. Вот так вот. Человек, который немножко научился какому-то делу, начинает считать, что он гений этого дела. Теперь смотрите, что происходит в мозгу этого человека. Этот человек смотрит 20-минутную вашу инструкцию. Говорит, блин, да тут ежу понятно, тут нефиг делать. Я сам сейчас пойду все и сделаю. Он уходит делать сам, а про вас забывает. То есть он посмотрел ваше видео, сказал спасибо, вы говорите, так приходи ко мне, я тебя настрою. Он говорит, не надо, я уже эксперт, я уже все знаю, и пошел делать сам. И такое возникает очень часто. То есть важно, вот по этой вот, почитайте, что такое кривая Даннинга-Крюгера, это в психологии. Важно человека, давая ему какой-то подарок, какие-то знания, не загнать на верх кривой Даннинга-Крюгера, потому что он начнет сразу себя считать экспертом и вас просто отставит. А когда он упадет вниз по кривой Даннинга-Крюгера в состоянии «до меня дошло, что на самом деле я ничего не знал», то вы уже будете далеко, и он вас не найдет, а его триггернет уже кто-то другой. Поэтому вот этот узкий баланс между тем, что дать этой аудитории, чтобы она поняла мою экспертность и ценность, но при этом не решила, что она теперь всесильная и сама все может. Вот видите, очень нужно аккуратным быть. Вот, вот так вот. Можно, ну, стратегия, смотрите, одна стратегия, это, как я сказал, это инстрим-видео с вот этим пропускай. Вторая стратегия, это с длинным видео, вот как у меня на Ютубе. Отсортируйте у меня на Ютубе видео по популярности и посмотрите самое популярное видео. Это настройка Google рекламы. Там, по-моему, 40 или 50 тысяч просмотров. Вот это видео до минуты срежиссировано. Я когда его снимал, там прямо каждое слово, оно особо имеет психологический триггер. Там каждая фраза отточена до миллиметра для того, чтобы дать понять человеку, что да, я делюсь с тобой контентом, вот смотри, как это ценно, но тут есть настолько много нюансов, что если ты решишь делать это полностью сам, ты сольешь свои деньги. То есть там очень грамотно это отточено. И это видео еще можно пускать в инфид рекламу. В рекламу просто, которая вот на людей показывается. Вот. Ну, то есть не прерывает их видео, а просто показывается в "Ютубе". Так, Андрей. Добрий, який бюджет норм на день для 5-7 продажів в день?
Для 5-7 продажів в день норм бюджет від $5 до $5 мільйонів. От десь в таких рамках. Якщо ви продаєте ручки за $2, то для 5 продажів в день $5 достатньо. Якщо ви продаєте яхти 100-метрові, то десь 5 мільйонів треба. Яке питання, така і відповідь. Планую зупинити торгову і переходити на BMAX. Чи дійсно вона буде ефективніша, ніж торгова за меншу ціну? Де я казав, що вона буде ефективніша, ніж торгова за меншу ціну? Якраз в курсі про Google Shopping і Performance Max я кажу, що у них різні цілі, різні особливості. Вони ефективні, коли працюють разом, а не коли ви щось виключаєте, щось включаєте і десь чекаєте меншу ціну. Тому справа не в тому, що якась, це типу, знаєте, а, що краще, молоток чи плоскогубці? Ну, типу, плоскогубцями важко гвозді забивати, а молотком важко викручувати щось. От точно так же. Шопінг стандартний гарно тим для лазерно-точного таргетингу, PMAX гарно своїми алгоритмами. Тому вона не краще, це інший інструмент, по-іншому працюючий. Алікс, дякую, якраз це як цікавить. Як саме просувати відвідувачів по воронці? Тобто потрібно покроково націлювати рекламу на проміжній конверсії по воронці до фінальної конверсії покупка. Якщо у вас достатньо конверсій покупка, то вам не треба нічого, ніяких проміжних конверсій. Якщо у вас немає поки конверсії покупка, і ви не знаєте, в чому річ, але трафік вже треба лити, то можна проміжні. Тобто індивідуально, який результат вам потрібен, а який результат є зараз. От так от запитаю. От. Якщо вже є конверсії покупки, нащо вам створювати конверсію на минулі кроки, кошик і так далі? Не бачу сенсу. Окей. Так, все, вопросов больше нету. Классно пообщались, так ударно, хороші ответи, хороші вопроси. Алекс пише: ні, ще нема покупки. Тоді да, якщо нема, націлюйте, звісно, на проміжну і чекайте проміжну. Але як тільки з'явиться якийсь потік проміжних, одразу якомога швидше переключайтесь на покупку. Так, друзі, дякую вам за увагу. Дякую вам за активність, дякую вам за круті запитання. Чув, що на Google рекламу у Google можна отримати 30К, від чого це залежить? Спитайте там, де чули. Не знаю. Якщо це, ну, типа, ви ж чули це десь, ну запитайте там, де чули. Якщо це мова йде про бонус для нових рекламодавців, то там залежить від країни, там на 30К, 10К, і там це компанія повинна бути нова, і сайт новий. А я так розумію, у вас не нова, і сайт не новий. Ну тому запитайте, де чули. Макс, як в торговій компанії зменшити кількість інших пошукових термінів? Мінус словами. Google приховує ці терміни і ціну за них, але з'їдає гроші. Приклад, 1000 гривень за день, 800 знімає гроші на інші пошукові терміни. Ви маєте на увазі інші, які не відображуються, дивитись статистику за більший період дат. Тобто, дивіться, грубо кажучи, коли ви дивитесь статистику за вчора, Google показує вам там якусь частину він пряче ключові слова, які були рідкими пошукові запити. Але коли ви дивитесь статистику за великий проміжок часу, Google їх показує, бо за великий проміжок часу вони більше, ніж один раз показувалось, і Google їх показує. Тобто дивитися статистику за більш довгий проміжок часу, і Google більше покаже цих термінів. Але отак, от, щоб секретно якоїсь кнопки, щоб Google покажи мені все, немає. Дивитись тільки статистику за більший проміжок часу. Немає якоїсь мінімальної кількості конверсій, щоб переключитись на їх націлювання. Тобто достатньо 2-3 покупок і можна переключати вже на конверсії. Подивіться уважно курс, де я розповідаю, скільки покупок повинно бути. Для того, щоб Гуглу офіційно він каже, йому треба щонайменше 30 конверсій на місяць. Тобто, якщо це було 2-3 покупки і потім місяць тисяча, то це мало. Я би сказав так, коли у вас пішла стабільність, от коли стабільність є, хоча б одна на день падає, все нормально, це стабільність. Так, друзі, питань вже в чаті нема. Радий був вас всіх бачити. Успіхів у рекламі. І побачимось скоро на новій сесії питань. Э, Питання-відповідь. Увидимся, друзья, с вами скоро на новой сессии «Вопрос-ответ». Всем пока.